Да, пишемся, да? Пишемся. Всем привет! Дарвинский музей, в гостях у музея «Гараж». Мы сегодня на выставке «Грядущий мир. Экология как новая политика. 2030-2100». Обсуждаем некоторые экспонаты. Мы стараемся не читать экспликации, а воспринимать их с наскока. Лена как биолог, я как искусствовед. Первым экспонатом, у которого мы решили задержаться, встречает всех посетителей, и это гигантские тараканы. Действительно огромные и высококлассно сделанные, практически как настоящие, только больше в десятки раз. И лучше. На совершенно роскошной кухне. Сильное воздействие оказывает, потому что люди вообще насекомых часто недолюбливают, особенно тех, кто с ними пытается поделить жилье, особенно тех, кто ест их еду. А здесь они еще и такие большие, что даже мне, я люблю насекомых, в том числе и тех, кто живет у людей в домах многих, но эти даже мне кажутся пугающими, как минимум. Такие тараканы, полноценные жильцы дома. Не хватает маленьких человечков, которые бы бегали по хлебнице. Но все-таки размер радует. Размер В связи с радует. тем, что источник белковой пищи совсем не обязательно большие коровы, толстые свиньи. Да, в этом есть, для меня в этом есть хороший такой посыл на будущее, что наша мясная промышленность, как известно, очень жестока, чрезмерно, порождает много метана и так далее. Но с точки зрения экологии, ухода за планетой, она не оптимальна. И, конечно, выращивать тараканов, особенно гигантских, во-первых, быстрее, выгоднее и дешевле, а главное, они гораздо полезнее по составу аминокислот и по составу микроэлементов. Поэтому, в принципе, может быть, это на кухне дойные коровки разводятся на будущее хозяйкой, как кролики в деревне сегодня. Да, немножко усилителей вкуса, и можно будет есть. Да, мы еще хотели с Леной обсудить ценность экспликации на выставке современного искусства. С одной стороны, они усложняют дело, потому что вы вроде бы уже все поняли, а потом, как начинаете читать текст, это как отдельное произведение искусства. И вы смотрите на текст, на произведение, текст произведения, и они у вас никак не связаны. Мне наоборот. Я с трудом понимаю современное искусство, если не прочла текст, а еще лучше, если автор сам что-то не рассказал. Это вообще оптимально. На открытии выставки, когда автор сам говорит, какую концепцию он пытался осветить, идеально. Но этикетка в 2 раза хуже, но тоже гораздо лучше, чем ничего для меня. Будем честными, да, это касается не только современного искусства. Не только современного искусства. Потому что если мы думаем, что нам вполне понятны картины любого известного классического художника, всем известного, там, не знаю, хоть Шишкина, хоть Леонардо да Винчи, то мы тоже сильно ошибаемся. То, что они имели в виду, и то, что мы в этом видим, это совершенно разные вещи. Вот эта работа мне нравится, наверное, больше всех. Здесь 2 работы, которые мне очень-очень нравятся. Ну вот одна из них. Это работа о лжи, об очень страшной, смертельно опасной лжи. И вы можете видеть ее протяженность в каком-то смысле, потому что здесь представлены газеты за каждый день, газета «Правда», за каждый день от момента, когда произошла Чернобыльская авария, до того момента, когда власти Советского Союза официально о ней объявили. И это оставляет страшное, тягостное ощущение того, что правда – это только слово, есть она на самом деле. И как мы зависим от решения властимущих, и как велика их ответственность за нашу жизнь, за экологию, за вообще всю планету. Как важно им правильно, трезво оценивать масштаб любой экологической катастрофы, как важно пресекать ее в самом начале. Меня глубоко трогает эта работа. Меня не очень сильно трогает, потому что, как для биолога, для меня это не очень много значит. Какие-то политические интрижки, игрища, вот отложили, не сказали вовремя, государство нечестно себя повело, надо же, государство нечестно себя повело, сюрприз. Но, в общем, единственное, что у меня какие эмоции вызывает эта работа, это за все время существования атомной энергетики было всего 3 катастрофы, включая Чернобыль, еще 3 Майл-Айленд и Фукусима, и все 3 были из-за ошибок людей. То есть атомная энергетика пока рекомендует себя как хорошая, безопасная и спасающая нас в будущем, когда мы дотратим нефть, за 3 исключениями, которые все по вине человека, по ошибке конкретного обслуживающего персонала, можно прямо показать, кто и когда что не так делал. Вот. Поэтому я в целом даже к этим 3 катастрофам отношусь с большим оптимизмом, и на мирный атом у меня лично огромные надежды, вот, несмотря на прошедший опыт. Вот видите, ученые страшные люди. Давай ты начни, Лен. Тебе нравится эта работа, я знаю. Да, мне действительно нравится эта работа, просто по качеству исполнения. Я примерно то же самое чувствую, что когда смотрю на картины прерафаэлитов. Это просто очень здорово сделано, то есть добротно, качественно, все такое крепкое, такое сделано вот с умом,
целесообразно, красиво, да, мне по вкусу. Хотя она не только красивая, эта работа, она также очень пугающая, особенно если прийти не просто в музей-гараж, а на перформанс, когда эти костюмы наполняются людьми и оживают, начинают двигаться. Это выглядит на самом деле довольно страшно. То есть вот эти вот части животных выглядят совсем как настоящие, как живые. Ну и заставляют задуматься о судьбе, соответственно, наших копытных сопланетников и как мы с ними взаимодействуем в последние тысячелетия. Да, увы. Мне кажется, так, что эта работа ну, тоже о правде и лжи, о честности. Почему бы не быть предельно честными, если вы сдираете шкуру с животного и делаете вид, что это просто красивый материал, делаете из него одежды, манто, хотите брюки, хотите куртки, почему тогда вы отбрасываете их копыта? Пожалуйста, носите тоже. Есть же люди, которые носят шкуру лисы вместе с головой и не чувствуют себя при этом как-то не очень удобно. Мы, конечно, как потребители, да, с Леной, вот мы не можем не оценить красоту изделий. Вот эта обувь прекрасная, замечательные комбинезоны, вот эти ремни, да, супер вообще красиво. Я даже не исключаю, что, может быть, мы какой-то из этих ремней даже взяли бы поносить с удовольствием. Но когда мы смотрим дальше, этот красный ремень вдруг превращается в ремень естественной расцветки, а потом в шкуру, а потом эта шкура переходит в самый настоящий коровий копыта, нам уже становится не по себе. И мы думаем, может быть, мы лучше какой-то резиновый ремешок себе купим. В этом зале собраны особо ценные экспонаты. Это можно назвать старым искусством. Настолько старым, что вот гобелен, который за моей спиной, он просто середины 16 века. А вот эти скульптуры, они более молодые, но выглядят они, конечно, не новыми. Ну, если серьезно, да, то меня вот... Давайте лучше спросим биолога. Этот зал один из самых дорогих моему сердцу, потому что он самый классический музейный, то есть он мне ближе и понятнее других, вот, в силу специфики там, моей профессии, моего опыта. Вот. Но конкретно этот центральный экспонат вызывает такие мурашки по спине, при том, что я в целом симпатизирую скелетам, разным внутренним частям тела животных и так далее, но когда они в сборке, когда они какие-то музейные. А здесь из-за того, как они утилитарно преподносятся, и из того вообще, из каких предметов сложены вот эти орудия труда будущего, если я правильно понимаю, это в принципе, ну, пугающе. То есть подобраны такие вещи просто из страны кошмаров, и эти кости животных, они тоже обретают, ну, такой пугающий, угрожающий дух. То есть если мне нужно было выбрать, наверное, что-то одно, что заставило бы людей сильно испытать сильное ощущение и задуматься, наверное, я выбрала бы именно этот экспонат, вот, скорее всего, наиболее сильные впечатления. Хотя вот когда смотришь на скелет овечки или барана, то кости ног их не вызывают таких эмоций, как здесь, как в этом случае. Вот она сила искусства, преобразующего реальность. Ну, я со своей стороны могу сказать, что вот это понятие первобытного искусства, примитивного искусства, это не то, что осталось в далеком прошлом, это то, что живет в каждом человеке. То есть если нас, например, поселить на необитаемый остров и изолировать от внешних каких-то сигналов и от информации, то я совершенно уверена, что мы тоже начнем что-то вот такое констролить, что-то такое из довольно мрачных предметов. И даже если не функциональные вещи, у нас есть потребность вот что-то с чем-то связывать, скручивать. Это какая-то медитация, да, какая-то объективация мыслительных процессов. В общем, вот это вот примитивное и ужасное, это, собственно, фундамент, как мне кажется, нашего творческого мышления любого человека. Согласна. Мне, может быть, просто трудно себя переставить быстро из нашего текущего дня, из этого замечательного музея с роскошным дизайном, на необитаемый остров, где мне нужна, если будет лопата или грабли, я использую любые подручные прямые вещи, будь то палки, кости или, ну, что-то еще, соответственно. Трудноватый ход. Будем тренироваться. Этот зал особенно дорог нам, как сотрудникам Дарвиновского музея, потому что это произведение художника Саши Пофлепа. Он обращался за консультацией в наш музей, мы с ним подружились. В общем, нам нравится этот зал. Ну, нам он нравится, когда в него заходишь, ощущение, что настоящий аквариум, и мой мозг конкретно очень склонен покупаться на разные иллюзии, 3D, 5D, VR, вот это все, я во все верю, боюсь упасть там и так далее. И этот зал для меня тоже это сильное переживание, думаю, для многих людей будет так же. Единственное, что с биологической точки зрения, используемая концепция первичного бульона, которая такая популярная, которую нам в школах
всем так или иначе рассказывали, упоминали про Парина и так далее, она сейчас считается в мире устаревшей, потому что гораздо чаще обсуждают первичную пиццу, а не первичный бульон, и что жизнь, скорее всего, формировалась не в толще воды, а на мелководье, в железисто-марганцевых таких конкрециях, это называется, в общем, в таких порах, которые окружены солями, содержащими металлы, и металлы эти помогали катализировать ранние реакции между белками и нуклеиновыми кислотами, то есть, скорее всего, то, что мы здесь видим, это такой мир очень далекого будущего, если у нас в океане смогли вот такие странные объекты выживать в толще воды. Вот, а не апелляция к нашему прошлому, вот что я пытаюсь сказать. Но, тем не менее, это вполне хорошая гипотеза, к этому никаких претензий нет. Да, это очень красиво, но если, если подумать, что вот такие полупластиковые, какие-то техногенные организмы действительно заменят обитателей океана, к которым мы привыкли, которых мы знаем, может быть, они привыкли, но все-таки знаем, в книжках видели, мне было бы очень-очень грустно. Но если это сильно увеличенная, допустим, съемка, может быть, это планктон так выглядит, может быть, да, тогда я согласна. Ну, в общем, мне не хватает здесь каких-то других обитателей. Наверное, это хорошо, что мы все не доживем до такого будущего. Лена, твой любимый зал? Ну да, это зал один из моих любимых на выставке. Ближе всего к такой классической антропологии, археологические находки, палеолитические Венеры. Вот, в новой трактовке гораздо больше, чем они когда-либо были, но с такими узнаваемыми формами. Ну, после предыдущих залов дает какое-то ощущение отдыха и душевного спокойствия. Я, когда здесь оказываюсь и слышу звук ветра степного, я сразу вспоминаю пустыни Тартарии, вот эти кочевые племена, а потом вдруг, значит, злаки появляются, земледелие, плодородие, распространение людей там по этой огромной равнине, что-то такое, в общем, просыпается в моем подсознании, наверное. Ну и чисто эстетически мне очень нравится. Это очень красиво, вот эти увеличенные семена до такого вот размера, они фантастически здорово коррелируют с женственными формами, то есть прям культ плодородия, как он есть. Это правда, но мне что нравится, что это культ плодородия, который, то есть мало того, что какой-то памяти коллективной внутри человека такой отзывается, кроме этого, мне кажется, все-таки еще ценным, что атмосфера общая, что она такая доброжелательная, ты в ней так вот принят, ну, такая гостеприимная, кроме того, что плодородная, в общем, да. Да, но если говорить об экологии и рассматривать этот зал в контексте выставки целиком, если мы рассматриваем экологию как новую политику, то это уже совсем не так. То будущее за женщинами, судя по этому залу. Матриархат. Я бы, кстати, советовала желающим такой сделать квест и поискать в интернете тех палеолитических Венер, которые похожи по форме на тех, которые здесь представлены. Они будут не точно такими же, но, в общем, они узнаваемы. Даже есть одна среднерусская, вон там. Зачем подсказывать? Мы сами как в холодильнике, мы так на него выглядываем из такого подсвеченного узкого пространства. У нас тут холодильник с живой водою. Да, с разными неубиваемыми веществами. То есть бутылочки в холодильнике, холодильник и так сохраняет, пластик в нем и так сохраняет, но еще и сами вещества бессмертные практически. И для меня этот холодильник, меня он толкает на размышления о том, как люди хотят жить вечно и вечно быть молодыми, и сколько разных научных изысканий на этот счет ведется, и что это желание, оно тоже из древних времен у человека, и как раньше люди от магии ждали простых каких-то решений, так многие сейчас от науки ждут точно таких же каких-то простых исполнений желаний, без каких-то побочных эффектов, без того, чтобы в чем-то разбираться. И я на этот холодильник смотрю, с большой печалью, в общем. Вся популяризация естественных наук, она обременена вот этим вот. Просто дай мне таблетку, которая сделает из меня вот бутылочку с силиконом. Ладно? Мы стоим рядом с иммерсивной инсталляцией. Как и вы, я не знаю, что значит слово «иммерсивный», но, как минимум, эта инсталляция вовлекает людей, в нее заходят по сеансам. Вот можно увидеть, что нельзя в любой момент зайти, это должно быть организованное движение, в общем, от этого многое зависит. Не буду ничего рассказывать о том, что мы внутри увидели, но, в общем,
большая психологическая работа группы незнакомых людей над угрозами, которые могут быть в будущем, над разными вариантами его проработки. Вот. Не очень сложными средствами осуществлена очень сильный инструмент для такой вот групповой работы. Ну, это очень красивая инсталляция, спора нет. И можно, я была удивлена, да, что можно сколько угодно смотреть на медленно движущиеся объекты. Ничего нового вроде бы не происходит, но в то же время они каждый момент какие-то иные. И это не видео, это реальность. И это такая реальность, которую нельзя увидеть в природе все-таки, да, потому что это в вертикальной плоскости, обычно это бывает в горизонтальной. Но для меня, например, совершенно не открытие, что человек не самое приспособленное животное к будущему, и уж тем более такое животное, которое само себя беспрерывно разрушает свою среду обитания. И, честно говоря, мне просто ничуть не жаль, если человечество исчезнет навсегда, потому что... Проходите, я думаю, ладно. Потому что этот мир прекрасен, и все здесь было хорошо до того, как появился человек и начал опустошать этот мир. Вот мне очень больно это видеть, и поэтому, когда я вижу возможных претендентов на будущее, которые заполонят, может быть, всю планету, я только радуюсь за них. Ну, справедливо. Да, я люблю еще такие видео, знаешь, бывает, когда представь себе там, остров Манхэттен 10 лет после того, как исчезло все человечество. 25 лет, 30 лет, 150. И, наконец, ты видишь остров Манхэттен в том самом виде, в каком он был до человека вообще. Там олени скачут, деревья огромные растут. Это прекрасно. Как антрополог, я думаю, что люди, которые опустошали планету там 1,5 миллиона лет назад, они правда это делали, когда выедали все вокруг, то меняли место обитания, уходили на новые стоянки. То есть мы давно это делаем, не то, что мы вместе там с высокой культурой начали уничтожать все вокруг, нет. Но мне кажется, в общем, что этот срок довольно-таки короток, за который человек начал эффективно достаточно уничтожать все вокруг себя, быть таким вот недальновидным и так далее. Но я полностью разделяю твои отсутствие грусти насчет того, что если люди сами себя истребят, думать надо было, у вас была такая возможность. Новая кора развита хорошо. Если вы ей не воспользовались... Другой раз. Да. Океан справится по-другому. Апатичная планета. Ни капли не жаль. Да, это инсталляция про то, что соль здесь выступает как... Ну, передайте соль, пожалуйста, называется инсталляция. То есть якобы соль и ее там частицы, кристалла, это переносит информацию. Информацию, энергию. И растения — это такие катализаторы этого процесса. И ты говорила о том, что на самом деле, как это называется, эмпатия, да? Эмпатия осуществляется при помощи каких-то специальных нейронов. Ты пошутила? Обманула. Нет, я не пошутила. Нет, Нет таких эмпатия нейронов. существует, но разве автор имел в виду, что соль передает эмоции? Или он вообще любую информацию имел в виду? Энергию. Энергию, даже не информацию, а энергию он имел в виду. Вообще, когда сюда входишь, тебе кажется, что ты как-то в пустыне и в пыли, и кажется, что дышать здесь опасно. На самом деле дышать, наоборот, полезно, потому что это соляные пары. Если не увлекаться. Да? Но мне Почему кажется, это что- полезно? Потому что это требует, на самом деле, полуторачасовой лекции о том, что все в нашем теле, мы электрические животные, все работает с помощью ионных каналов, которые на клетках находятся. И отдельные ионы внутри и вне клетки создают разность потенциалов, которые заставляют нервные клетки передавать информацию, на мышцы передавать информацию и так далее. В общем, на самом деле мы сильно зависим от разных ионов. Вот сейчас я чувствую соленый вкус. Стала говорить много, засосала соль и стало солоно. Вот. Натрий — это один из ключевых ионов внеклеточных. Хлор — это один из важных ионов для передачи сигнала электрического. Поэтому, в принципе, вот животные в природе, они любят соль, лоси лижут соль, в саванне там павианы ищут, где полезать соленый камушек. То есть это два ключевых необходимых таких жизненных иона. Но их все равно слишком много быть не должно. То есть известно, что если там съесть сразу полкилограмма, килограмм, не помню сколько, есть какая-то доза соли, если ее сразу съесть, то это смертельно, потому что у тебя как раз все это усваивается очень быстро. Потому что натрий хлор распадается на маленькие очень ионы, они все всасываются. Будешь сильно Почки нервный? выделяются. Да нет, просто умрешь. И нервничать не будешь. Нервничать не придется. А вот растения и соль. Насколько я знаю, соль растениям как-то не очень. Есть растения галофиты, галлос — это как раз соли, которые живут в очень сильно засоленных разных регионах, вот в участках пустыни, похожим на этот. То есть
в тех местах, где очень много соли откладывается, они к этой чрезмерной минеральности приспособлены, но они обычно покрыты плотным слоем, они не очень много усваивают, то есть они с ними уживаются рядом с солью не потому, что они ее много потребляют, а потому что умеют как раз воздерживаться. Мне кажется, на меня это оказывает успокаивающий эффект, несмотря на то, что свет красный. Говорят, наоборот, возбуждает. Рабочий день мечты. Ну, вот эта стенгазета рассказывает про очень интересную, как мне кажется, затею. То есть это такая социальная сеть, но которая существует не в интернете виртуально, а существует в реальности. То есть существует группа людей, называющих себя кураторами, которые наблюдают за современным искусством, за ныне живущими художниками в разных странах. И вот в какой-то момент они решают, почему бы нам вот этого с этим не подружить. Давайте придумаем, как их встретить, и, может быть, что-то получится у них, общий проект какой-то. То есть они придумывают какую-то арт-резиденцию, приглашают одного, другого, и люди, можно сказать, вот закрытыми глазами приезжают, не зная, что их ждет, и потом, опа, сталкиваются с каким-то художником. И тут что-то происходит. Или они дружат, или, может быть, наоборот, это какое-то отторжение, но чаще всего, вот, ну, как здесь рассказывают, случается какой-то общий проект. И так завязываются новые связи в искусстве, как бы такие нейронные цепи, да, можно сказать, наверное. Но это все-таки амбивалентная история. Да? Вот, например, если человек социопат, во-первых, он может просто отказаться и не поехать, а во-вторых, он может приехать и почувствовать себя плохо, страдать, да, что он вынужден жить с каким-то человеком вот по договоренности там 2 недели, а он хочет просто вот сидеть в своем коконе или по городу гулять. Как вот тогда решается эта проблема, интересно? Трудно себе представить. А бывает такое в биологии? Я думаю, в биологии гораздо реже, чем в социуме. Вот. Я склонна думать, что в биологии все-таки обычно экологические ниши осваиваются постепенно разными видами. И, А вирус, например? Ну, вирус это не похоже на совместную деятельность, которая обоим полезна. Все-таки не симбиотическое обычно воздействие. А не факт, что это полезно. Например, встречаются там 2 творческие личности, одна другую подавляет. Но если они смогли родить общий проект, то премию все равно получит оба. Подавленный тоже отложенное вознаграждение какое-то у него будет. Не знаю, мне кажется, это такая социальная история, что, в общем, в биологии не очень часто... Ну, то есть есть какие-то вещи, но они все будут очень воинственно инвазивны, они не будут такие вот положительные, как здесь, когда 2 человека, они встретились, они живут вместе, и если у них получилось договориться и найти общие точки, они что-то породили. А в биологии скорее это будет, если мы завезли звезду тернового венец на большой барьерный риф, она быстро размножится, уничтожит его, потому что он не успевает адаптироваться к новому хищнику. То есть такие инвазивные вещи, что вирусы, что хищники. То есть бывает, что кто-то совершает такую экспансию и вытесняет всех, но это не обоюдно полезно. И вот пример, что вот кто-то куда-то вот внедрился и всем стало хорошо, не могу представить. Обычно кто-то внедряется в чужую экосистему, и там всех постепенно... Под корень, да. Ну, можно сказать, что в этом случае человек немножко лучше. Да, пожалуй, это тот зал первый, в котором человек немножко лучше, наконец-то. Проект Human Hotel. Это вот. Ну да, я понимаю. Ну я одну возьму. Приятная картоночка. Мне нравится, я вообще съездила в такой отель, так, Ну тут и на 3-5 дней. Тебе есть что ездить. А я-то, в общем... Меня бы спасали тоже сказал, давайте я поеду, но это было бы... Окей. Уничтожаем разумную жизнь здесь, но ищем ее в космосе вокруг. Ну, про воду я бы рассказала, потому что это, какой-то такой истеричный жест, как бы кого спасать первым, да, когда уже все поздно вообще. Хорошо, ну пойдемте тогда. Да, пошли к речкам. Мы сейчас с Леной должны решить, в какую из этих мисочек бросить свою каплю. Мы должны выбрать, что спасать в первую очередь, воду из-под крана или реки, Волгу, Москву или озеро Байкал. То есть подразумевается, что в опасности и то, и другое, и третье, и четвертое. И это произведение представляется мне немного истеричной попыткой выбрать, кого же спасать в первую очередь. Это как в плохом анекдоте, да, кого первым спасать, если тонет там муж, ребенок, собака, я не знаю, кто. Проблема вагонетки где-то здесь же, я чувствую. То есть, когда уже, в общем-то, поздно,
бесполезно спасать что-то одно с другой стороны. И заметьте, что вот питьевую воду мало кто из-под крана собирается спасать, все как-то больше переживают за озеро Байкал, оно большое, красивое, и источник питьевой воды может быть в будущем. Мне кажется, что с этой работой очень коррелирует как раз супер простая и просто великая работа Ханса Хааке, где мы видим такую кровеносную систему. Ну, нельзя спасти какую-то, да, одну из этих... Один сосудик. Один сосудик, да, а остальное пусть как хочет. Это единое целое, если уж спасать, то все сразу. Только не знаю, получится ли у нас. Вот да, это хороший вопрос, потому что каждый из нас может прикладывать свои маленькие какие-то усилия к там, раздельному сбору мусора, к там, уходу за фильтром для воды, еще за чем-то. Но все равно, пока не будет институциализированных больших действий по всей планете, вот спасение всей этой большой системы, это все довольно незначительный вклад, мне кажется. Ну, это такое самовоспитание. Самовоспитание – это неплохо, но если мы говорим о будущем планеты, то нужно более массово воздействовать, что-то делать, как-то что-то обдумать и что-то решить. Ну, давай хотя бы решим то, что мы пока можем решить. Давай. Так. Ну, я, конечно, пойду на Байкал. А я на Волгу. Хорошо. Здесь такая довольно традиционная, я думаю, работа с большим количеством пластика. Такие можно видеть и в городах на разных площадях. Я недавно видела в Будапеште, как кит выныривает из такого же вот пластикового какого-то облака. И пластик – это, в общем, известная проблема, которая людьми часто обсуждается, что мы производим так много. Вот, уже начали носить авоськи вместо пакетов, самые сознательные в магазины. На самом деле непонятно, какое будущее нас ждет в связи с вот этим вот производством пластика. Есть найден целый ряд бактерий, которые могут пластик перерабатывать. И на этот счет ведутся исследования. Есть попытки создать новых бактерий, которые разные виды пластика смогут утилизировать. Может быть, не очень быстро, но бактерии легко разводятся в реакторах, биореакторах. В общем, это такая перспективная достаточно задумка. И если таких бактерий наплодить разных, потом их можно подселять к животным, делать их симбионтами. И, например, вот в море проблема пластика может быть решена. Если у нас животные будут поедать пластиковый планктон, пластиковых там рыб и все такое, но все это будет разлагаться потом у них в кишечнике. В общем, до какой-то степени, может быть, можно и пластик вернуть в круговорот веществ на планете. Вот. Но это пока, на самом деле, то, о чем я говорю, это вещи утопические. Это не в ближайшие 30 лет. Может быть, 100, может быть, 300, не знаю, 500. То есть это такая долгая работа. И, опять же, хотелось бы, чтобы больше государств хотели это делать. Но, тем не менее, некоторое будущее у всего этого пластика биологическое может быть. Ну, ты оптимист. Я даже не знаю, что сказать. Меня поражает всегда одно в этой истории. Вот мы пытаемся изменить свои мозги, да, сортировать мусор, ходить с авоськами в магазин, хотим, чтобы так делали все. Почему мы не можем запретить производство пластика? Или очень-очень сильно его ограничить только самым необходимым, какими-то медицинскими штуками, допустим, компьютерами, какой-то такой техникой, и все. Это чудесная идея, это нравится мне гораздо больше, чем бактерии, но все равно, кстати, надо утилизировать то, что мы уже сделали. Даже если завтра мы отменим производство пластика, это все равно куда-то надо деть, поэтому бактерии никто не отменяет. Ну, конечно, лучше запретить, конечно. Но если это не запрещает, значит, это какое-то лобби промышленное, такое очень промышленно-политическое. Да. И мы просто боремся с ветряными мельницами. Это просто смешно. Вот делать, да, такие инсталляции, это совершенно кажется бессмысленным, если мы все равно продолжаем производить все новый, красивый, блестящий пластик. Это же просто бессмысленно. У комика Карлина есть выступление, в котором он говорит, что вы все так прицепились к этому пластику. Может, планета только для этого и стимулировала разумную эволюцию приматов, чтобы они начали делать для нее пластик долгожданный. Ну, в общем, это, конечно, взгляд комика, я просто имею в виду, что у пластика есть несколько вариантов судьбы. Хорошо бы какой-то из них начать реализовывать, то, что пока мы просто его производим, захламляем им планету. Не утилизируем, не ограничиваем производство, ничего другого с ним не делаем. О чем напоминает этот мешок мусора? Окей, спасибо, что ты нам напомнил, дорогой мешок мусора. Мы обе в растерянности. После того, как обошли всю выставку, мы почувствовали, что нам очень грустно. Конечно, нет ничего нового в том, что, да, человек плохо обращается с планетой, вот как Лена сказала. Но мы не думали, что настолько плохо. Меня завораживает течение водички по сосудикам, извини.
В целом, соображения, которые люди себе могут позволить насчет нашего взаимодействия с планетой, они грустные. И многие экспонаты, они про это, они лишены какой-то надежды на будущее. И они про то, что вот мы уже так долго, так неразумно себя ведем, что, может быть, уже ничего не поправить. Во мне остается надежда, что наука сильна, лапищи ее мощны, и что мы можем много еще поправить, разрулить, освоить даже новые планеты и победить некоторые вирусы, хотя они все равно, вирусы и бактерии, нас в гонке обгонят, но мы можем продолжать соревноваться, пока мы существуем. Но однозначно оптимистичного какого-то вывода и морали у меня точно нет. Надо серьезно взяться за ум, чтобы что-то становилось лучше. А так как никто пока даже не собирается, то пессимистические экспонаты кажутся довольно пророческими. Увы, да. Да, и мы живем в очень сложные времена, мне кажется, в какие-то апокалиптические времена. И действительно, экология выходит сейчас на первый план. Экология как новая политика. Это то, что волнует нас больше всего. Больше социальных благ, больше, да вообще больше, чем что бы то ни было, потому что это наша жизнь. Вот все войны, какие-то социальные катаклизмы, это все над экологией, уже надстройка, экология в основе. И сейчас мы понимаем, поняли наконец, что мы теряем почву под ногами, что мы просто вымрем, и это произойдет очень быстро. И мне страшнее от того, что это так незаметно в повседневной жизни. Вот хорошая погода, мусор сам куда-то исчезает. Вроде бы все ничего. И когда вы едете куда-то в отпуск, там, редко плавают какие-то пластиковые бутылки. Да, обычно пляжи все чистят, вы приходите, как хорошо, голубая вода, желтый песок, все прекрасно. Но на самом деле это просто вот такие вот маленькие участочки планеты, где все хорошо, а все остальное поражено пластиком, мусором, нефтяными выбросами, бог знает чем. Это просто страшно. И я бы хотела даже сейчас вспомнить ту работу, с которой мы начали, про Чернобыль, что страшное облако надвигается, а в газетах все еще пишут, что все хорошо, ребята, план пятилетки выполняется, но облако уже надвигается. Катастрофа уже случилась, просто до нас не дошли ее последствия. Выбирайте, большие тараканы или вы. Там отрежем всякое скучное, там, типа, давайте подумаем, как жалко, ля-ля-ля. Сейчас мы находимся рядом с ужасающим экспонатом биолога мурашки по спине. Об искусствоведе говорить не приходится, да? Я думаю, Дима, ты снимаешь, я надеюсь, все это время? Не, все нормально. Может и нет. Дальше пойдем. Или тут поспим. Почему? Ты же знаешь, как я отношусь к человечеству. Одумайтесь, люди. Может, мне уже самой страшно стало.